Здравствуйте, друзья! В прошлых двух частях этого мастер-класса я вам рассказала, как создать барельеф ветки магнолии из гипсовой шпаклевки. В заключительной части я расскажу, как сделать фон из декоративной штукатурки и расписать готовую работу. Для начала мы должны барельеф доработать и подготовить его к покраске. На первом этапе на всю поверхность барельефа наносим пропитку глубокого проникновения и просушиваем ее не менее 1 часа. Далее берем готовую шпаклевку Sheetrock Super Finish. Обратите внимание, что материал внутри банки я закрываю полиэтиленом. Это делается для того, чтобы шпаклевка длительное время не теряла влагу и сохраняла свои свойства. Тщательно перемешиваем шпаклевку и перекладываем ее в небольшую емкость. Для этого я использую половину резинового мячика. Далее нам понадобится мягкий шпатель, который я сделала из кондитерской лопатки, так как у нее очень мягкий силикон и ей легко наносить шпаклевку. На следующем этапе шпаклевку Sheetrock необходимо нанести по всем лепесткам цветов с помощью силиконового шпателя. Главное в этот момент тщательно закрыть все неровности, царапины и углубления на поверхности барельефа. Оставляем просушиваться слой шпаклевки не менее 1 часа. Пока шпаклевка Sheetrock просыхает, мы разводим сухую шпаклевку Knauf Uniflot и восстанавливаем все утраченные или недостающие детали барельефа. В моем случае, из-за того, что я уменьшала лепесток в размере, необходимо восстановить ветки. В вашем случае это может быть любая другая деталь барельефа. Оставляем просушиваться эти детали, и время высыхания будет зависеть от слоя шпаклевки. Далее берем кусочек мелкой шкурки и шлифуем детали лепестков до идеально гладкого состояния. Затем на барельеф необходимо нанести пропитку глубокого проникновения. Для этого лучше использовать мягкую синтетическую кисть или флейц. И действовать необходимо аккуратно, только слегка касаясь ворсом кисти поверхности барельефа. И следить за тем, чтобы пропитка не текла, так как шпаклевка Sheetrock очень тонкая и легко смывается жидкостью. Просушиваем пропитку не менее 1 часа. На следующем этапе необходимо нанести серединки цветов. Для этого разводим шпаклевку Knauf Uniflot немного жиже обычного. Перекладываем ее в кондитерский шприц и выдавливаем материал в серединке цветов согласно эскизу, формируя тем самым фактуру пестиков и тычинок. Последите за тем, как я это делаю. Оставляем просушивать шпаклевку не менее суток.
На следующий день необходимо снять все неточности с фактуры серединок цветов с помощью наждачной бумаги. Далее необходимо окончательно пропитать весь барельеф и стену вокруг него пропиткой глубокого проникновения. Тем самым удаляется вся пыль и создается защитная пленка, которая укрепляет поверхность барельефа. Пропитку просушиваем не менее 1 часа. Далее можно приступать к нанесению декоративного покрытия. Для этого мы будем использовать декоративную штукатурку фирмы Сан Марко под названием Там Стуко. Она была заколерована в 2 цвета. Как видите, в этой банке вот такой светло-коричневый оттенок, а в банке поменьше шоколадный цвет. Мы будем брать 2 этих цвета и миксовать между собой. Под основу нам понадобится акриловая интерьерная краска Армония той же фирмы Сан Марко, заколерованная чуть светлее, чем светлая декоративная штукатурка. Теперь на отдельной планшетке я вам покажу последовательность и технологию нанесения декоративного покрытия, которое было сделано вокруг барельефа ветки магнолии. На первом этапе необходимо нанести акриловую краску Армония, которая будет выступать в виде подложки. Для этого лучше использовать валик с небольшим ворсом. Оставляем просушиваться краску не менее 1 часа. На следующем этапе в ванночку для раскатывания валика накладываем 1 часть декоративной штукатурки, заколерованной в темный цвет, и 2 части штукатурки светлого оттенка. Далее раскатываем материал в ванночке с помощью валика с ворсом, так, чтобы декоративная штукатурка разного цвета распределялась по шубке валика, и одна ее часть была светлой, а другая темной. Затем хаотичными движениями создаем фактуру на поверхности стены. Из этих 2 цветов мы должны сделать красивые плавные переходы цвета и легкую шагрень. Оставляем этот слой просушиваться на 1 сутки. На следующий день выкладываем 2 цвета декоративной штукатурки в той же пропорции. И раскатываем валик так, чтобы одна его часть была темной, а другая светлой. Затем хаотичными движениями наносим следующий слой декоративного покрытия, миксуя цвета между собой на поверхности стены. Нижний слой можно весь не закрывать. Ничего страшного, если он кое-где будет проглядывать. Для этого мы его и наносили. Далее берем металлическую венецианскую кельму, ставим ее на уголок и начинаем приглаживать фактуру так, чтобы кое-где оставалась шагрень, которая имитировала бы выветренный камень.
И в таком виде оставляем декоративное покрытие просушиваться на сутки. На следующий день стену необходимо ошкурить с помощью бруска для шлифовки и шкуркой среднего размера. Затем сбрызгиваем поверхность чистой водой, тем самым прибиваем пыль, которая появилась от шлифовки, и подсушиваем поверхность около 30 минут. Затем берем специальное защитное средство на водной основе Декорфилм фирмы Сан-Марко, в которое было добавлено небольшое количество декоративного покрытия под названием Кадора, той же фирмы для придания эффекта переливающегося шелка. Наносим этот состав по поверхности стены небольшими участками с помощью валика. Затем силиконовым шпателем распределяем его так, чтобы большая часть перламутра забивалась в фактуру, а на гладкой его части практически не оставалось. Тем самым мы закрепляем поверхность декоративной штукатурки и создаем легкий сатиновый блеск покрытия. Декоративная штукатурка Тамстука – это материал основы и должен обязательно перекрываться финишными покрытиями. Без закрепляющего слоя эта декоративная штукатурка может быстро утратиться. Также с помощью этого завершающего слоя мы немного меняем цвет покрытия на более прохладный. Этот слой необходимо просушить не менее суток. Теперь я вам расскажу, как такое покрытие сделать вокруг готового барельефа. Эту декоративную штукатурку создавали специалисты по нанесению декоративных покрытий. Я им помогала нанести ее только вокруг своей работы. На первом этапе я нанесла заколированную акриловую краску «Армония» вокруг барельефа, оставляя нетронутыми только цветы и бутоны магнолии. Вот так будет выглядеть работа на данном этапе. Как вы можете заметить, я закрыла этой краской все ветки и чешуйки бутонов. Наносим краску по всей стене и просушиваем ее не менее 1 часа. Далее мы совместно со специалистом по нанесению декоративных покрытий начали наносить первый слой декоративной штукатурки Тамстука. И чтобы создать микс из 2 цветов и шагрень, как я вам демонстрировала на образце, мы выложили на палитру 2 цвета этой декоративки. Взяли кисть из щетинки и, набирая на нее оба цвета одновременно, начали наносить материал постукивающими движениями, приподнимая фактуру и создавая тем самым шагрень. Обратите внимание, что эту декоративку я также наношу на ветки и чешуйки магнолии. Пока на декоративную штукатурку Тамстука не нанесено финишное покрытие, она легко смывается водой. Поэтому не переживайте, если она попадет на лепестки цветов и бутоны. Материал можно удалить влажной тряпочкой.
В своей работе я добивалась такого эффекта, чтобы складывалось впечатление, что цветы выходят из стены. Поэтому я старалась не делать резких границ вокруг белых цветов, а создавала мягкие переходы цвета. И еще совет. Чтобы цветы смотрелись в итоге ярче, то вокруг них можно наносить больше темной декоративки, а вокруг веток больше материала светлого оттенка. Так вы добьетесь контраста в работе. Еще имейте в виду, что декоративная штукатурка тамстука при высыхании светлеет на пару тонов. Это необходимо учитывать при выборе цвета и тона. Но этот вопрос обычно решается еще на стадии утверждения образцов с заказчиком. На этом же этапе необходимо покрыть серединки цветов декоративной штукатуркой темного цвета. Старайтесь в этот момент тщательно закрыть фактуру серединок, чтобы не было пропусков материала. Далее специалисты продолжили наносить этот слой декоративной штукатурки по всем стенам, где она предполагалась по проекту. Этот слой мы оставили просыхать на одни сутки. На следующий день специалисты начали наносить второй слой декоративной штукатурки, миксуя цвета на стене с помощью валика. А вокруг барельефа с помощью большой щетинной кисти. Далее, как я вам показывала на образце, декоративную штукатурку необходимо разгладить. Для этого вокруг деталей барельефа удобнее использовать мастихин. На остальной части стены лучше это делать с помощью металлической кельмы. Оставляем просушиваться второй слой декоративной штукатурки не менее суток. Вот так будет выглядеть этот этап работы. Обратите внимание, на сколько тонов декоративная штукатурка стала светлее после высыхания. На этом кадре хорошо видно получившуюся фактуру декоративного покрытия вокруг барельефа. Далее необходимо расписать ветки и чешуйки бутонов магнолии. Чтобы не испачкать декоративку, я закрываю стену укрывной пленкой снизу работы. Теперь я вам расскажу, как заколеровать краску. В своей работе я использую итальянскую краску Well Decor фирмы Oikos, базу TR. Это лиссирующая фасадная краска. Далее нам понадобится колорант того же цвета, что и основная декоративная штукатурка. Я его взяла в салоне, где приобретался весь материал для декоративного покрытия. Как видите, краска имеет жидкую консистенцию, похожую на 10% сметану. Берем одноразовый стакан, тщательно перемешиваем краску мастихином и наливаем ее в емкость. Протираем мастихин хлопчатобумажной салфеткой и набираем на его кончик небольшое количество концентрированного колоранта. Тщательно перемешиваем. Так как краска лиссирующая и в ней мало белого пигмента,
то она сразу начинает набирать цвет. Нам необходимо получить оттенок краски темнее, чем основной цвет фона. Мы им будем тонировать ветки и чешуйки бутонов. Вытираем мастихин и еще раз добавляем колорант в краску. Размешиваем. И действуем так, пока не добьемся темного оттенка. Спешить в этом деле не стоит. Лучше постепенно набрать нужный вам тон. Теперь мы должны проверить, точно ли мы подобрали оттенок. Для этого наносим краску на самый край белой бумаги. Подносим образец к барельефу и видим, что тон получился такой же, как сама стена. А нам необходим тон темнее, чтобы ветки выглядели контрастными. Поэтому в краску добавляем еще колорант и размешиваем. Делаем пробу на бумаге. И видим, что тона не хватает. Мы еще раз добавляем колорант. Действуем так, пока не добьемся нужного результата. Еще раз наносим заколированную краску на край листа и подносим ее к стене. Теперь цвет получился что надо. Этот цвет мы назовем номер 1. Обязательно учитывайте то, что после высыхания акриловая краска темнеет на 1-2 тона. Наносим краску по всем рельефам веток, чешуек барельефа. И хлопчатобумажной салфеткой стираем излишки материала с верхушек фактуры. Понаблюдайте за процессом. Когда вы наносите эту краску, то старайтесь не делать резких переходов с фоном. Должно складываться впечатление, что барельеф выходит из фона, а не приклеен к нему. Необходимо добиваться эффекта, чтобы барельеф и фон смотрелись как одно целое. Следите за тем, чтобы не испачкать декоративную штукатурку краской вокруг барельефа. Таким образом, мы должны покрыть все темные места барельефа и снять излишки краски с фактуры. Для тонировки цветов я использую американскую кроющую краску Parker Paint код 3650 Wall Color. Наливаем ее в одноразовый стакан.
и добавляем ранее заколерованную краску номер 1. Тщательно перемешиваем. Так как Parker Paint – кроющая краска и в ней много белого пигмента, то она не сразу набирает цвет. И в этот раз мы используем заколерованную краску, а не концентрированный колорант. И сейчас мы добиваемся легкого молочного оттенка краски. Я проверяю тон, прикладывая краску на мастихине к белой базе на крышке. Далее понаблюдайте за процессом колеровки. Я делаю выкрас белой базовой краской на листе бумаги. И рядом наношу заколерованную краску. Как видите, по тону она отличается совсем немного. Назовем эту краску номер 2. Теперь мы должны покрыть лепестки всех цветов чистой белой краской. Тем самым мы закрываем все помарки на них. Просушиваем этот слой не менее 1 часа. И на следующем этапе наносим краску номер 2. Для чего мы это делаем? Почему мы не оставляем лепестки цветов белыми? Как я вам говорила ранее, необходимо добиться такого эффекта, чтобы складывалось впечатление, будто цветы барельефа выступают из фона. Для этого разница в тоне должна быть небольшой. При таком условии цветы будут смотреться гармонично. Поэтому, когда мы наносим легкий тон по цветам и бутонам, мы тем самым уменьшаем контраст и делаем работу приятной глазу. Далее просушиваем этот слой краски не менее получаса. На следующем этапе мы будем лепестки цветов тонировать. Для этого выложим 2 краски на палитру: краску номер 1 и краску номер 2. Затем смачиваем кисть в воде и смешиваем 2 этих тона между собой. Кисть лучше взять из колонка, так как ее ворс очень мягкий и лессировка получается более качественная. Берем готовую смесь красок, разведенных водой, и начинаем наносить ее так на цветы и бутоны, чтобы подчеркнуть объемы барельефа и его тени.
Завернувшиеся части лепестков мы полностью покрываем этим тоном. Последите за процессом. Вот так будет выглядеть этот этап работы. Далее мы берем краску номер 2 и начинаем ее наносить на самые выступающие места цветов и бутонов с помощью небольшого куска губки. Также этой краской необходимо пройти по фактуре серединок цветов, чтобы подчеркнуть их рельеф. Старайтесь в этот момент не испачкать фон. Края лепестков на дальнем плане лучше оставлять темными, чтобы они сливались с фоном и мягко выходили из него. Последите за процессом. Тонировку барельефа оставляем просыхать не менее 1 недели, чтобы краски успели окончательно просохнуть и набрать свои свойства. На последнем этапе необходимо покрыть барельеф защитным составом. Для этой цели я использую фасадную пропитку фирмы Oikos под названием Beton Krill Repellente. Для его нанесения лучше использовать мягкую синтетическую кисть. Специалисты по нанесению декоративных покрытий уже нанесли финишный состав с перламутром по всему фону. Барельеф остался нетронут. Мне хотелось его сделать матовым на фоне переливающихся стен, поэтому я наношу защитное покрытие на основе силикона только на свою работу, а фон оставляю нетронутым. Это финишное покрытие придает поверхности барельефа водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства без изменения декоративных свойств покрываемой поверхности. Этот материал абсолютно матовый. Главное, перед его нанесением, как я говорила выше, просушить готовую работу не менее 1 недели. Это покрытие лучше нанести в 2 слоя. Вот так будет выглядеть готовый барельеф на фоне из декоративной штукатурки. Подробнее о материалах и их свойствах мы поговорим во время онлайн-встречи, на которой я дам дополнительную информацию, и вы сможете задать мне все интересующие вас вопросы по этой теме. На этом у меня все. До встречи на лекции в прямом эфире. Пока-пока!